Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Но прежде чем мы начнем, два коротеньких небольших отступления. В прошлом видео я лоханул. Вот реально, просто как и все, и как в воду пернул. Поэтому в этом видео я хочу исправить. Ребята, в прошлом видео я не рассказал о мыле. Арт Ререс. Ребята, хороший. С копыт не сбивает, в голову не заставляет потерять, и знаете, вот весенний прилив, вот это вот, как вот у нас у мужиков по весне бываешь, все там кидаешься на все, что шевелится. Нет, такого не было. Но мыло реально хорошее. По бритвенным качествам оно мне понравилось очень. Запах, я вам скажу, даже не на любителя, но я тут затрудняюсь, потому что у меня к нему отношение двойственное. Из банки оно пахнет одно. Это как бы один аромат. Да, на самом деле тут и полынные дела есть, и вот все, что там номинировано есть, но как же он кардинально меняется, когда вы начинаете бриться. Вот там совершенно другой аромат. И вот во время бритья, когда он пахнет, он мне нравится гораздо больше, чем из банки. Там совсем другой. Там уже потихонечку начинают, так знаете, крылышки за спиной шевелиться. Ну, как так? Почему из банки так? А вот, ну-ка, вот что-то вот такое есть. И совершенно третий вариант, ребята, это когда вы после того побреетесь, ну, естественно, с холодной водой вы сполоснете вот эту всю лишнюю шнягу, которая здесь есть, чтобы оно чистенькое, красивенькое было, и оставите его на посушиться. Первые 5 минут вниз, чтобы все скапало, потом переворачивайте, пускай часок-другой постоит просто так. И в это время, ребята, тут будет шо пипец, я вам скажу. Обнаружил это совершенно случайно. После того, как вот начал уже монтировать и забежал в ванну, как ее... Перный театр, я же про мыло не рассказал. Забегаю, ребята, я в ванну зашел, я чуть с копыт не упал. Потому что это мыло стояло сохло, плюс во время бритья оно пахло, плюс я не случайно выставил сюда вот этот вот флакон, потому что в завершении мы с вами вот с этого пульверизатора как дали, ясно, какая-то капля попала и в воздух. Так вот, спустя 30-40 минут, час, когда я зашел, здесь пахли две вещи. Ребята... Я в этом месте жить хотел. Вот так оно пахло. Вот этот конгломерат. Здесь не было явственно отчетного запаха дежавю. Здесь не было явственного отчетного запаха горечи полыни. Ну, вот как вот Евгений С. говорит, там, степных казаков. Нет, здесь этого не было. Но здесь было такое амбре, что вот иди ты на улицу и пахни на тебя вот таким запахом. Ты бы споткнулся, остановился и начал бы глазами искать. Откуда этот запах? Вот такое что-то было. И так у меня в ванне продолжалось, ну, наверное, может быть, часа 3-4. Потом, естественно, все это и закончилось, как всегда это бывает, как с плохими, так и с хорошими вещами. Но вот все это время... Вячеслав, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность познакомиться вот с этим мылом. И у меня уже какой-то комплекс начинает возникать. Неужели любое мыло, которое произведено на Украине, оно хорошее? Ну не может быть, ребят, чтобы у вас все мыла были зачетные. Вы сами-то вот как считаете, у вас хоть какие-то мыла есть? Ну, не говнище, но хотя бы так себе. Ну вот, у меня уже прям вообще вот такие мысли стали закладываться. Зачет. Ну а по цене, да, ребята, оно что-то недорогое. Там, по-моему, то ли 11, то ли 12 баксов. Ну, то есть в пределах разумного. То есть там какого-то вырви глаз по ценнику нет совершенно. Однозначно зачет. Но если, допустим, выбирать между этим мылом и мылом Дениса из Одессы, я бы, наверное, за Дениса голосовал. Вот оно мне как-то ближе. Скорее всего, вот из-за запаха. Потому что та мастерская мне по запаховой составляющей ближе. Она мне как-то, знаете, как вот вибрации начинают, когда вот одна волна на другую находит, и эти волны в одном резонансе. Волна усиливается. Вот и у меня такое. А здесь, да, хорошо, но так вот, не до взрыва мозга. С этим закончили. Ну и второе небольшое уточнение. Да, в эту субботу стрим будет, и он будет полностью бритвенный. Во-первых, там будет Rockwell шасси от Александра Бузун, плюс 2 чаши от Quadra Беларусь и парочка мыл от мужского материка, та самая икорная, которая вот сейчас у них появилась. Ну и одно кошерное обалденное мыло с Украины. Поэтому все, кому будет интересно на это посмотреть поближе, а возможно и себе забрать, завтра жду вас. И как обычно, так, это у нас 7 вечера, это 19:00.
16:00 по Москве, да. Вот этот перевод на 3 часа меня все время как-то... Короче, в 16:00 по Москве, все, кому интересно, добро пожаловать сейчас все на крупный план. И будем смотреть на то, чем мы сегодня будем бриться благодаря Овику. Потому что после такого, как он там написал, ну это нужно быть свиньей последним, чтобы не пойти и не показать. Так что на крупный план я начинаю подготовку. Догоняйте. Да, мой хороший. Ну что, можем начинать, нет? Софа, что скажешь? Ну, Софа, если начинаем, тогда тебе нужно сдвинуться в сторону. Иди птичек лови, иди, моя хорошая. Так вот, ребята, раз уж Софа дала добро, то на обзоре сегодня будет станок, который прислал, блин. Ну вот тут, хлопцы, мой косяк. Понятно, что от подписчиков прислала добрая душа со словами: Вадим, мне не зашел, покажи людям. Возможно, лишняя информация никому не помешает. А я, ворона, взял и не записал, кто это прислал. Поэтому, хлопцы, кто сделал этот благородный поступок, если отзовитесь, пожалуйста. Я бы очень хотел, чтобы люди знали, кто это прислал. Но я, к сожалению, ворона. Да, мой косяк. Тут уже ничего не сделаешь. Зарапортовался, вовремя пометочку не сделал. И вот, увы и ах. Так вот, станок Razarak MJ90. Компания не бодрствовала лукаво. Она взяла за основу мелевскую голову R89, и дабы ее улучшить, потому что со слов компании 89-я голова страдает тем, что у нее часто приходит в негодность резьба. За свой я так сказать не могу, потому что она у меня до сих пор держится, но со слов компании, если вы возьмете 89-ю голову, бросите ее об пол, то у вас там все развалится, потому что верхняя плита сделана из амака, и точечная сварка там, и, короче, там, ну, говно полное, днище. Но вот эти вот хорошие ребята решили исправить это печальное положение и выпустить свою версию 89-й головы. Для этого они взяли станки ЧПУ, они говнище литье какое-то. Ну, естественно, ЧПУ-то круче, и компания об этом не забывает говорить. И сделали верхнюю голову из авиационного алюминия. Причем сделали ее в двух вариантах. Вот все, что вы сейчас перед собой видите, вот этот трехсоставной станок MJ90, это все одна комплектация, в которую входят верхняя плита, ручка и две нижних плиты. Та, которая без нумерации, это базовая. Якобы она по конфигурации напоминает полностью 89-ю голову. А та, которая с пометочкой А, это для более эффективного бритья. Ну, на русский я перевел так, что это вроде как более агрессивная. Давайте, наверное, с более агрессивной и попробуем. Так вот, компания этот станок сделала верхнюю часть, голову из авиационного алюминия, и потом его анодировала. На долговечность покрытия этого алюминия, ну, люди говорят, что вот у кого есть такие вещи вот с подобным покрытием, вроде как грех жаловаться, потому что даже на резьбе живет хорошо. Но со своей стороны я ничего не могу сказать, потому что вот я его только что из коробки вытащил. Ну, козе понятно, что в этом месте он несколько раз уже закручивался, раскручивался, потому что и прежний владелец это делал, и я сейчас это буду делать. Посмотрите, все еще живет, все еще нормально. Поэтому за долговечность этого покрытия с определенной долей вероятности можно утверждать, что он достаточно качественно, нормально. Нижняя плита, ну, практически копия 89-й. То есть, ну, сейчас давайте я еще 89-й для примера притащу, покажу. Есть у меня Соня золотая ручка моя, которую у меня уже давным-давно взял ее именно из-за ручки, потому что мне нравится эта ручка, она реально по кайфу. Так вот, она нам сейчас еще раз службу послужит. Честно сказать, 89-я голова, вот как лично мне, она не очень нравится. Она для меня какая-то злючая-кусучая. Это не значит, что это говёный станок. Это значит, что мне этот станок так заходит. Очень много людей, которые могут похвалить 89-ю и сказать, что она для них просто великолепна. Итак, образное сравнение. Давайте. Вот посмотрим. Верхняя плита от 89-й, и это Razarak MJ90. Ну, на интуитивном уровне вот это полегче. Это потяжелее. Видите, у меня до сих пор еще живет. Хотя даже ребята в теме отписывали, что на 89-й голова резьба слизывается, уходит. Нижние плиты. Ну, два близнеца брата. То есть тут все один в один.
конфигурация повторена полностью. За одним исключением. Вот здесь вот на 89 видите, такая легкая впадинка, да? А здесь все ровненько. Да это и объяснимо, потому что если уж это делали на ЧПУ, то какой смысл делать вот эти впадинки? А на родной голове это, вероятно, связано со способом изготовления. Если это литье, то очень даже может быть, что это была какая-то усадка или еще что-то. Других причин делать здесь это углубление я не вижу, потому что, ну, посмотрите, в верхней плите все ровненько, и какого-то особого смысла я в этом не вижу. Ну и сами нижние плиты NJ90. Да, на самом деле практически полная копия. Понравилось сопряжение, которое здесь доведено, на мой взгляд, до логического хорошего завершения. Посмотрите, когда одевается верхняя плита, здесь, ну, прям заподлицо. То есть не просто какие-то штифты, а они, смотрите, так форму нижней плиты выведены. Видите, они так под скос слегонца идут. И здесь, когда после закрытия, ну, это ровная поверхность. Визуально, да, вы видите, что здесь вставлен штифт. На тактильном уровне легкий зацеп. Ну, со своей колокольни могу сказать просто 5. Если бы на моих станках вот при производстве так было, ну, я бы считал, что это классно, хорошо. Покрытие уже тоже обсудили. И сегодня мы будем, наверное, все-таки использовать более агрессивную плиту, потому что я взял лезвие Perma-Sharp. Это я вам еще покажу. Ручка. Ну да, она сделана из титана, да, дизайн на любителя, но вот с практической точки зрения могу сказать, что цепкость вроде как нормальная, вроде хорошая, форма, шейка, тут все так соблюдено, ну, короче, простецкая, просто простецкая. Сделана из титана, сделано несколько вырезов, ну, для цепкости, ну и, естественно, отполировано. Здесь полукруглая, на поппинс не поставите, потому что он стоять элементарно не будет. Давайте поставим лезвие, посмотрим, как это будет в работе. Как я уже сказал, сегодня будет Perma-Sharp. Да, надо будет продавливать маленечко. Диаметр ручки 13 мм, длина 90, вес станка в сборе 58 грамм, голова отдельно 13, ручки отдельно 45. 58 грамм это для меня легковато, ну как на мой вкус. Сам для себя привык считать, что средний вес станка это 70-80 грамм, здесь же 58. Ну понятно, что им побреюсь, но это далеко от моей зоны комфорта, потому что моя зона комфорта это 100-130 грамм. Вот это вот то, что я могу сказать мое все. Но опять же, видите, это все на любителя. Так, как бы вам это показать, чтобы это видно было? Вот так это выглядит. Но с учетом того, что делали все это на станках ЧПУ из авиационного алюминия, то есть ребята как минимум заморочились, и я не думаю, что здесь можно было бы ожидать какого-то неровного вылета и прочего. То есть, ну, сами посудите, все нормально, все хорошо. Покрытие на визуальном уровне матированное, такое приятное. Другое дело то, что сочетание черного мата и стальной блестючести, титановой в данном случае, ну да, это, конечно же, тоже такая достаточно имховая составляющая, но тут на вкус и цвет, как сами понимаете. Товарищи, нет, со станком разобрались. Помазок. Ну, по помазкам, я думаю, что у нас сегодня будет кабан, по той простой причине, что их давно не было, и это все кабаны, коими я располагаю. Зенит, да, хорош, но он был совсем недавно. Парочка симогов, ну и, конечно же, Омега. Этот я бесконечно люблю. Для меня прекрасный, шикарный, недорогой вариант. Но сейчас он, по-моему, уже в цене приподнялся. Но сегодня почему-то по зубам не хочется получать. Давайте, наверное, что-то из симогов возьмем. Многострадальный 1305. Ну, нет, давайте, наверное, 610. Вот пускай сегодня будет 610. Люблю его больше, чем 1305, хотя ручка здесь нравится больше, когда держишь пальцами, а визуально больше нравится ручка здесь. По цене 610 несколько чуть дороже, чем 1305, но все-таки, мне кажется, по функционалу он обходит своего собрата. И я думаю, что в быту он, наверное, все-таки вот для меня сейчас на этом временном промежутке этапе, но он предпочтительней, хотя было время, что и 1305 любил очень-очень,
Но сейчас что-то вот мое люблю сместилось в эту сторону. Вот его давайте, наверное, сегодня и используем. Мыло. С мылом тут засада, потому что Овик, который просил красное мыло от ТДСов, кроме цвета красное, не сказал больше ничего. Ну и сами посудите, здесь все в теплых тонах. Красное, почти красное, ну тоже красное. Ну это уже красным не назовешь, конечно, но тоже из той же серии. Поэтому, наверное, давайте кремовую ноту и возьму, потому что ну красное здесь тоже есть. Но зато его из бумажки не надо вытирать, здесь просто выдирать. Здесь раз так вот просто открыл и, пожалуйста, брейся. Кремовая нота розы. Если это и крем, то достаточно твердый для крема, потому что вот если бы это было просто мылом, его бы назвали так, я бы сказал, что оно между твердым и кремом. То есть, ну, пальцем, да, вы его можете продавить, но вам придется все-таки усилия приложить внутри. Посмотрите, как все красиво. Пластиковая банка прозрачная, из такого приятного цвета. Полиграфия, ну, как всегда, у ТДСов на уровне. Стоимость появится, наверное, где-нибудь на протяжении ролика, потому что я еще не гуглил, не смотрел. Запах, да. Запах хороший, запах приятный. Английскую розу он не переплевывает, то самое, которое вот любимое у меня умыкнуло. Но тоже достаточно хорош. Его же бритвенные свойства мы сейчас и оценим. По автошейвам. Я был в некотором затруднении, потому что вот то, что только что вот дядя Федор прислал, это куча гидролатов от ТДСов. Я еще даже и не в курсе, можно ли их использовать после бритья или нет. Или это в качестве пришейва, или это пуркуа вообще что такое. Поэтому вот сейчас давайте, наверное, пока я вот еще выясню. Ребята, времени не было элементарно. Я вот только-только распаковал посылку, поэтому давайте проверим старый добрый проверенный вариант. Это конкретно автошейв Альварес Гомес Аква де Колония, который у нас есть благодаря Меркулову Алексею Санкт-Петербург, и у которого каждый, будь у него на то свое желание, может взять пробник и попробовать. Ну а компанию Аква Гомес Аква де Колония, в принципе-то, Альварес Гомес, прошу прощения. Альварес Гомес знают, наверное, практически все, поэтому, ну что, это классика, на мой взгляд, поэтому давайте сразу же его и определим на эту позицию. Федор, спасибо. Мыло пахнет хорошо. Давайте, наверное, сделаем пришейв. Чаши, наверное, скорее всего, никакой не будет. Прям так из баночки, наверное, и будем набирать. Так, чуть-чуть поколтыхали. Чуть-чуть занялось, видите, в глаз попало. Но без особого фанатизма. Пока кушает, сейчас забьем пену. Так, отожмем воду и давайте сейчас его, наверное, загрузим. Ну, достаточно быстро, в принципе, нормально. Ввиду того, что мы без чаши, сильно упираться не буду. Вот того, что взял, и пущу на бритье. При условии, если, допустим, не будет хватать, возьму еще. Сейчас, сидя на компрессе, почему-то голову свербила мысль о нелогичности моих действий. Потому что хочется испытать обе плиты. Я почему-то поставил сразу на агрессивную, самую. Ну и логично, наверное, было бы начать с базовой, а потом уходить на агрессивную. Ну, как сделал, так сделал. Отсюда предложение. Давайте, наверное, сейчас одну половину лица начнем и пройдем ее на А, то есть это более агрессивная, а вторую пройдем на базовый и посмотрим, есть ли разница, если да, то насколько она велика. Во время нанесения, да, запах такой хороший. Пока хорошо.
Ну что, поехали, плита. Та насечка, которая есть, на влажные руки можете даже не обращать внимания. Будет мертвяк. Пофигу. Промывается хорошо. Пока приятно удивлен. Пока это до чертиков напоминает роковловскую 3,5-4, что-то вот типа такого. Вот для тройки чуть-чуть лучше, для четверки чуть-чуть не дотягивает. Вот как вот так. Ну и в принципе-то бритье-то годное пока. Посмотрим, что будет дальше. Ну и завершающий. Посмотрим, чем он порадует. Жду его с трепетом. Даже уже второй проход ждал с трепетом, потому что будет 89-я голова. Вероятность появления кровавых точек уже на втором проходе очень высока. Здесь же смотреть, пока Бог миловал. Но посмотрим, что будет на третий. На удивление неплохо. Есть тут кое-какие места, но это все решаемо. Дособирать можно было бы провести пару раз, но, наверное, не буду этого делать, потому что, в принципе-то, я эту голову и так уже сам для себя как-то классифицировал и объяснил. Давайте, наверное, перейдем на следующую сторону и поменяем плиты. Сейчас переставляю на базовую.
Смена происходит достаточно удобно, потому что когда я раскрутил лезвие, осталось на верхней плите, осталось только плиты перекинуть и все. То есть, ну, вполне себе. Ну и, ага, вот оно все-таки маленькое есть, но это фигня. Ну, в принципе, давайте посмотрим, что будет дальше. Но почему-то в голове уже прыгает одна цифра. Это HD34. Вот на базовой плите. Подскольжение навалом. Тут все лицо в этой фигне. Интересно, девки пляшут. Ну и завершающий последний проход. Мыло набирать больше не будем, потому что того немногого, что мы взяли, банк, как оказалось, хватает не только на всю бритье, но еще и останется. Экономично, чертовски экономично. Если каждый раз для бритья столько набирать, то вы заманаетесь это мыло смыливать. В принципе, я его и так понял. А давайте-ка, наверное, последний проход попробуем на родной 89-й голове, но уже с этим лезвием. Сам себе это сейчас еще не могу объяснить, почему мне эта идея в голову пришла и насколько это правомочно. Но базовую голову я в принципе более-менее понял. И если я бы сейчас, вот, допустим, третий проход на ней проходил, ну, представляю, как бы оно было. А сейчас мы поставим Соньку золотую ручку с этим лезвием и посмотрим, а что у нас изменится, собственно, от этого. Слышите, да? Вот что изменится. Поскольжение богатое. Ну вот тебе бабушка и Юрий в день. Казалось бы, простая перестановка сразу отвечает на много вопросов. Ну, первый и самый главный. Оказывается, пермашарп на 89-й голове для меня это очень хорошо. Ну, а на остальные сейчас в заключительном слове я и скажу. Ну, что вы хотите? Наверное, давайте компресс, да уже и брызгаться будем. Фух. Как обычно, время на компрессе не провел зря. Мысли так роились в голове. Одна из них это то, что MJ90 мне нравится. И R89, но она
Это не Мюллер 89. Это другой станок совсем. И по большому счету, если уж выбирать, если есть возможность выбирать, конечно, то я бы покривил душой, если бы сказал, что 90-й проигрывает. Но он не проигрывает. Он, возможно, проигрывает во внешнем виде. Потому что вот, ну опять же, это имховая. Потому что вот моя Мюллер золотая ручка, она мне очень нравится внешне. То есть я от нее просто балдю. Но есть в ней вещи, которые сейчас вот обнаружились, которые мне несколько мешают. Хотя, опять же, это тоже имховая. Ну, к этому давайте вернемся чуточку позже, а сейчас забрызгаемся Альварес Гомесом благодаря Алексею Меркулову, Санкт-Петербург. Фух. Ух, какой он цитрусовый. Странно, разве такое бывает? Понятно, что это или лимон, ну, скорее всего, лимон, не лайм, точно. Но это не запах самого лимона, а запах верхней желтой части вот этой цедры. Без той противной маслянистости, которая осталась бы у вас на руках, если вы, допустим, брали бы, что-то там делали с этой шкуркой, и хотите вы того или нет, вы извозюкали бы свои руки, и потом фу-фу-фу, вот это фу пойти. Вот у меня так. А здесь просто запах этой корки вас окутывает. И плюс дополнительные ноты какие-то выскакивают. Я вам так скажу, из всего того, что Алексей прислал, вот этот у меня сейчас под номером 1 был бы. Прям хорошо. Уходовые, да, есть, уже высохло, уже нету нифига ничего. 5. Однозначно 5 по всем статьям. Уходовая, ну, в смысле как, вот я их чувствовал, ну, вот сейчас я могу сказать 5. Что было бы через неделю, вы сами понимаете, то есть достаточно условно, но запах однозначно. Это не зимний, это летний. Если вот летом будете таким пользоваться, да, у вас так, грудь как расправится, хорошо, хорошо, прям великолепно, великолепно. Ссылка на Алексея будет под видео. Итак, давайте, наверное, с чего-то там, а потом уже к самому главному. Так, а что у нас тут самое главное? Ну, давайте, наверное, помазок. 610-й. Я не случайно на крупном плане сказал, что у меня стал в последнее время в приоритете по сравнению с 13.05. Ну, есть за что. Он безотказный. Я сам не пойму, как это может происходить, потому что, по сути, ну, это два кабана одной компании. Чуть-чуть отличаются узлы, ручки совсем другие. Но это же не повод для того, чтобы один не хомячил, а второй их подхомячивал время от времени. Как так? Они что, тут отдельных кабанов выращивают, что ли, или что? Но этот интересней. Лично для меня интересней и универсальней. Вот сейчас, спустя какое-то время, я от беззаветной и нежной к этому помазку перешел к беззаветной и нежной вот к этому. Этот уже отошел на второй план. Этот мне стал нравиться гораздо больше. Ввиду своей индивидуальности. Ладно, кто-то там звонит. Я... Ну, не могу сейчас. Ручка удобная, да, удобная. Держать удобно, да, удобно. В работе великолепный. Каких-то особых технических навыков для того, чтобы использовать этот помазок, вам, собственно, не надо приобретать специальные отдельно. Просто взял, замочил на пару-тройку минут и айда в путь работать. Вот и все. То есть ничего такого особенного. Ну как он работает? Хочешь с раскоряку, хочешь кистью, хочешь еще что-то. Но за те несчастные 14 евро, которые, допустим, вы отдали бы за него в Европе, но он вполне себе будет оправдывать свою квалификацию. Хороший, хороший помазок. Мыло от ТДСов. Кремовая нота розы. Пенообразование 5. Структура пены 5. Скольжение по скольжению. Все нормально, все хорошо. Тут не придерешься. Во время работы никаких особых замечаний не возникало. Внешне и глаз, и морду лица радовало. То есть укрывало как положено белым покрывалом.
Деда Мороза из него сделать, да как два пальца об асфальт, сделать что-то жиденькое и так лайт режиме пройти, да тоже вам это не составит труда. Плюс мы болтыхали там помазок не совсем так, чтобы уже много, но хватило на все бритье, и еще споласкивать пришлось, осталось. Хватило бы еще, если не раз, то хотя бы по лову побриться. То есть экономичное плюс ко всему. Запах. Ну, тут написано. Нота розы. Но, собственно, не врут. Именно нота. Не более того. Если, допустим, от фулфиксов вы берете, как она тут называется, Luxury Shaving Cream English Rose, английская роза. Ребята, это праздник розы. Это самая непическая роза, которую я когда-либо пробовал. Это роза. Роза с большой буквы. Если кто-нибудь из вас знает, где запах розы открыт еще лучше, еще круче, чем в этом гриме, ребята, напишите, я хочу это увидеть. Потому что эта роза просто шо пипец, что роза. Но, с другой стороны, не каждый может до этого дотянуться, и не каждый может себе это позволить. Поэтому, если вдруг у вас руки дотянутся до не букета роз, а до ноты роз, ну, когда нет букета, нота розы тоже пойдет. Конечно, она ни в какое сравнение идет с фулфиксом. Это разное, от слова совсем. Вы будете, да, понимать, что это роза, но с этим оно тягаться не может. Вообще, априори. Это точно так же, как вот от Диар Харрисов одеколон сандал. Он лично для меня самый лучший сандальный сандал. От других вот компаний я такого не видел вообще. То есть вот Диар Харрис в этом моменте, на мой взгляд, уделали весь мир. Если есть где-то еще шикарные сандалы, скажите, ребят, но я тогда их не пробовал. То в этом плане вулфиксы на горе, царь горы. А это, ну, если бы я сказал, что жалкое подобие, ну, и это было бы как-то, ну, неправильно. Это самостийное. Это именно нота розы. То есть в этом плане создатели не обманывают. Оно пахнет неплохо, но если вы хотите чего-то большего, в запахе, именно в запахе, вам нужно поискать что-то другое. А если вам нужно хорошее мыло, качественное мыло, которое будет с нотой розы, очень даже годный вариант. Федь, спасибо тебе огромное за то, что дал попробовать. Ну, на самом деле, хорошее, приятное мыло. Ну, ТДС, они молодцы, ТДС. Молодцы. Станки. Ну, хоть сами создатели уверяют, что они как бы брали за прототип R89 голову, решили ее улучшить. Голову сделали не просто трехсоставную изначально, как и здесь, вот, то есть станок трехсоставной изначально, как и здесь, а плюс ко всему еще добавили дополнительную плиту, заменили никуда не годный с их точки зрения силумин на авиационный алюминий. Но это два разных станка, разные во всем, совсем. За внешний вид я вам рассказывать не буду, тут все достаточно имхово, но по внешнему виду он проигрывает Мюллер золотая ручка просто на раз-два. Несмотря на то, что здесь титановая ручка, и она вся такая из себя, и там черная голова. Но вот это вот сочетание белый верх, черный низ, и наоборот, ну это на любителя. В бритье это вам на скорость влиять никак не будет, вы все равно будете бриться. Но внешне он, конечно же, немцам проигрывает стопудово. Зато, на мой взгляд, выигрывает в бритье. Чем же? Вот если брать, допустим, 89-ю, как она есть, вот сейчас на третьем этапе, на дополнительном я проходил, и вот этот станок, то здесь родная 89-я, она ближе к плите А, по-нашему, A по-ихнему. Она примерно вот там, где-то в тех степенях. То есть, на мой взгляд, компания, выпуская станок двумя плитами, она одну из плит выпустила не на повышение, а на понижение, а наоборот. То есть базовая, здесь она намного менее агрессивна, чем сама 89-я есть в принципе. Базовая мне больше напоминает HD34. Кто забыл, напомню, я их ставлю на разные лавочки, несмотря на то, что международная общепринятая таблица 89-ю и HD34 ставят на одну, для меня они разные. Для меня Мюллер 89 злючка-кусучка, и я ей присваиваю где-то 5,5-6. А HG34, ну он как есть, там 3,5, ну 4 может быть, вот в этих пределах он и есть. Здесь бы я базовую плиту поставил бы ближе к HG34. А вот дополнительную A к базовой на 89.
но это если судить примерно по агрессивности. А вот по бритью здесь совсем другая песня. Я не знаю, с чем это связано, я могу только догадываться. И вот та музыка, которую одарила 89-я голова на последнем проходе, она может служить лишь подсказкой к тем выводам, которые я сделал. На мой взгляд, на 89-й голове вылет лезвия несколько больше, нежели на Razorback MJ90. Здесь вылет меньше. Почему я так решил? Не только из-за той музыки, которую он подарил, но и, я думаю, ну вот сами подумайте, из чего строится бритье станка. Не только из-за гапа, но и из-за вылета лезвия, из-за утопленности лезвия. Все это играет роль. И верхняя крышка играет роль, и конфигурация нижней плиты гарды тоже играет роль. Все играет роль. Я вот после того, как вышел старт, я умом, вернее душой осознал, умом пока еще не понял, но душой осознал, что если вы, изобретая, делая станок, задаете ему какие-то геометрические параметры, потом воплощаете это в металле, начинаете бриться, не факт, что у вас получится то, что вы хотели. Как брить будет станок, это совершенно другая песня. И очень даже может быть высока вероятность того, что хотя сделать одно, у вас получится совсем другое. Так и здесь то же самое. Здесь я слышу вот этот вот музыкальный шелест, и я умом понимаю, что да, лезвие-то вибрирует, шаг влево, шаг вправо, и все, и покатилось. А здесь этого нет. Здесь стабильный бархатный ход. Здесь нечему вибрировать. Тут все вибрирующие, якобы потенциально могущие вибрировать части, они закреплены. Значит, вылет стопудово меньше. Значит, лезвие сидит основательный. Ему есть. Там есть что-то такое, что ему спину подпирает, и у него вот этого вот нет. Вот. В этом соревновании я отдал бы предпочтение MG90. Понимаю, что достаточно имховое все, что я говорю. Понимаю, что есть люди, которым это точно так же будет не заходить, как вот и, допустим, тому человеку, который мне прислал этот станок со словами: Вадим, он мне не зашел, вот покажи людям, возможно, кому-то зайдет. Но это интересный агрегат. Интересный. И за ту цену, что компания просит за него, $39, получить станок с двумя плитами. Поэтому всем любителям среднеагрессивного бритья, которые не настолько эстеты, чтобы чураться вот такой разнополости, то есть черное-белое, но настолько, допустим, могущие бриться легкими станками, все-таки 54 грамма, вот им я бы это мог спокойно посоветовать. По сути, вы берете в руки два станка. В моем понимании, будь это станок мой, я бы понимал, что у меня в руках два станка, то есть HD34 и 89-я голова, но с гораздо более усмиренным характером, без всяких вот этих, сейчас тебе, сука, как укушу, там вот что-то вот такое, а знаете, так спокойно, уравновешенно. Вы когда разговариваете с истеричным человеком или кто-то истерично реагирует на что-то, вы же это видите. Даже если это далеко от вас, даже если человек не говорит, вы его не слышите, а просто читаете его письмо, вы это чувствуете. Но и здесь то же самое. Ты когда бреешься, ты истерику, нервозность того сочетания, которое у тебя сейчас в руках, ты это ощущаешь на своей коже. Ну вот, и вот в моем случае произошло примерно точно так же. Ну, на этом вроде бы все рассказал, да? Пермашарп. Вещь. Хорошее лезвие. Просто хорошее. Ну и добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай ему Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну и до следующего бритья, кое обязательно уже будет с клинковой бритвой. Раз уж мы сейчас вот вне очереди так залезли. Ну все, пока-пока, до новых встреч. С вами был я, Вадим. И кому интересно, не забывайте, завтра мы сможем увидеться на стриме в 16:00 по московскому времени. Пока-пока.